Всем еще раз привет, вы на канале Fast API Channel, меня зовут Михаил, и мы продолжаем с вами работать над проектом. Вот, над нашим pet-проектом, узнаем о Fast API, узнаем о его работе, как с ним работать. Сегодня мы разберем, как взаимодействовать с базой данных, как подключаться к базе данных, какие ORM у нас существуют, какой ORM мы будем использовать, соответственно, из названия стрима вы уже знаете. Вот, и посмотрим, как с этим добром совсем еще взаимодействует Pydantic, зачем он нам в этой ситуации нужен, чем он нам поможет. И, в общем, немножечко поработаем, потестируем запросы, поучимся это добро писать. Так, ну что, давайте разбираться. Значит, что я хотел бы сказать? Я хотел бы сказать, что FastAPI, он не имеет ORM. То есть у него нету ORM. Это вот все. Соответственно, как и все другие нормальные фреймворки, такие как Flask, IOHTTP и так далее. Значит, мы выбираем любую ORM и работаем с ней. Так как FastAPI нам позволяет работать и синхронным кодом, и асинхронный код он умеет запускать. То есть, если у вас код написан синхронно, как обычно мы пишем, соответственно, он как бы запускает это в отдельном пуле. Вот, и в принципе у вас все быстро работает нормально. Никаких, так скажем, вы сильных изменений не заметите. Но, соответственно, если мы работаем с сетью или мы работаем с базой данных, соответственно, насколько далеко у нас база данных находится, тоже зависит. И, соответственно, сложность запросов. То есть бывают такие запросы, которые быстро выполняются, бывает нужно их подождать и так далее. Да, все зависит, ну, от каких-то факторов. Так вот, я к чему это говорю? Я говорю о том, что мы можем использовать как асинхронную ORM, так и синхронную ORM. То есть здесь нас FastAPI не ограничивает, что мы все должны писать только асинхронно, и все, мы можем писать синхронно, и ничего, как бы, грубо говоря, ничего не изменится. Итак, это я к тому, что, к примеру, мы можем... а, О, Алекс, привет. Дмитрий, добрый день. Значит, я это к тому, что мы можем с вами использовать как SQL Alchemy, да, то есть мы знаем, что пока что она у нас не синхронная, вот, во второй версии нам обещают асинхронность подвести, но надо подождать. Соответственно, у нас есть с вами асинхронные ORM, такие как Tortoise, Tortoise, черепаха, короче, Pony и еще какая-то. Ну, не суть важно. Значит, и есть обычный ORM, это наша Pivi, SQL Alchemy. А что у нас еще есть еще? Представляете, я забыл все ORM. Ну, ладно, не важно. То есть, поискать в интернетах можно. Есть как бы уже устоявшийся, то есть хороший, солидный ORM, который существует давно. Это такие как Pivi, SQL Alchemy. Соответственно, другие ORM помоложе. Вот. Вот, асинхронно еще Джина есть. Значит, сегодня мы будем с вами рассматривать, я уже рассматривал на стримах, но то было такое ознакомление. Здесь мы именно подключим, все это дело заведем и протестируем. Значит, это у нас ORMAR. Что она из себя представляет? Напомню, это асинхронная ORM, которая умеет работать с MySQL, Postgres и SQLite. Соответственно, под капотом у нее SQL Alchemy Core. Вот. Database библиотека от Encode для того, чтобы делать асинхронные запросы. И также в нее встроен сразу Pydantic. Вот, Pydantic, то есть у нас возвращается информация уже сразу сериализованная. В некоторых ситуациях это очень даже удобно, не нужно много заморачиваться. Но можно обойтись и без этого. Значит, что еще интересно из этой ORM, то что она развивается семимильными шагами. Не успел я выйти с отпуска, как уже выпустили версию 0.9. И уходил была версия 0.5.5, по-моему, или что-то такое. Соответственно, очень много новшеств ввели. Если вам интересно, заходите на сайт, почитайте о релизах. Значит, очень быстро исправляют ошибки и так далее. В общем, развивается очень быстро, хорошая, довольно орм, перспективная. Соответственно, поддерживают последние версии питона вплоть до 3.9, поддерживаются тесты, поддерживаются MyPy и так далее. То есть, ребята идут в ногу со временем. Соответственно, мы будем ее использовать в нашем учебном проекте.
Потому что как FastAPI у нас еще, да, как бы не полный релиз, так скажем, но и имеет большие перспективы и уже применяется много где. И, соответственно, я ожидаю то же самое от данной Ормар. Окей, с этим, в принципе, разобрались. Значит, что мы с вами сделаем? Мы сегодня с вами ее установим, настроим, напишем модели, потестируем запросы под наш, соответственно, проект, посмотрим, чего, как у нас получается, а потом мы с вами на сегодняшнем стриме, скорее всего, не успеем, мы поработаем с миграциями, так как данная ORM поддерживает миграции с помощью Alembic, вот, и, соответственно, мы настроим Alembic, чтобы у нас все это дело работало. Итак, в принципе, все понятно, я уже об этой ORM рассказывал, кто не видел, не слышал, в принципе, вот познакомились. Так, давайте приступим к нашим деяниям. Так, нам нужно ее будет установить. Pip install ormar и в квадратных скобочках мы пишем SQLite. Мы указываем SQLite для того, чтобы был установлен нужный нам как раз драйвер. То есть эта ORMA, она подтянет и SQL Alchemy и так далее, и так далее. Значит, здесь мне говорят, что у нас обновился pip опять. Не опять основа. Вот, и мне нужно его обновить. Я сейчас постараюсь его обновить. Значит, вот у наш pip-лист. Значит, что у нас есть? Вот SQL Alchemy 1.3.23 и должен вот Databases 0.4.1. Правильно? Все верно. Хорошо. Установилось. Я также буду в документацию время от времени бегать, чтобы вы именно Ормар, чтобы вы видели, где я что клацал, если вам нужно будет, чтобы вы могли вернуться, как говорится, и посмотреть. Значит, что мы сделали? Мы установили. Теперь нам нужно это дело подключить. Хорошо, заходим в документацию. Здесь у нас есть использование с FastAPI. Опускаемся чуть ниже. И здесь вот у нас пример, как нам приконнектиться к SQLite. Мы это все добро прям вот так вот скопируем. И потом... Нет, мы не так скопируем. Мы вот так скопируем это все. И сейчас настроим. Так, значит, переходим в наш main PY. До того, как мы подключаем наши рауты, давайте мы объявим, значит, подключение к базе данных. Соответственно, мы можем выносить это в отдельный конфигурационный файл. Это мы будем делать позже, когда, если доделаем проект и скажем, вот интересная штука, давайте мы теперь перейдем на Postgres. Вот как перевести проект на Postgres и, соответственно, переподключить ORM. Вот. Это очень интересно, как это делается. Вот, когда думаешь, что надо просто драйвер изменить. Оказывается, не тут-то было. Так, значит, импортируем databases и SQL Alchemy сюда. Нам нужно ее импортировать. Все. Значит, давайте разбираться. Что такое SQL Alchemy Method Data? Это то, что позволяет нам как раз работать с core нашей SQL Alchemy. SQL Alchemy Core — это ядро, которое как раз и генерирует SQL запросы. Вот. То есть это не ORM, а именно ядро. Соответственно, Databases — это, как я говорил, библиотека AdEncode, которая позволяет нам писать асинхронные, выполнять, вернее, асинхронные запросы в базу данных. Здесь мы указываем, где будет лежать наша база данных, наш файлик BD. Давайте мы его назовем SQLite. Вот таким образом DB, то есть не тест, а SQLite. И здесь у нас будет Databases это. Далее мы в state нашего объекта, который создаем от FastAPI, вот он наш state, добавляем вот этот свойство, так скажем, database, и присваиваем тот connect, который у нас произошел. Таким образом, у нас везде будет доступен наши запросы, коннекты с базой данных при запросах. Вот таким образом это делается. Так, что мы теперь делаем? Это все хорошо, но нам нужно что? У нас коннект произойдет, да? Коннект произойдет, но FastAPI умеет интересную штуку. Это
крутая вещь, а, которую он наследует от Starlet, соответственно. Давайте посмотрим, что это за вещь. Это то, когда у нас стартует проект и когда он выключается. То есть, когда мы с вами запускаем веб-сервер, к примеру, UVcorn, да, и поднимаем наш сам FastAPI запускается, то вот этот мы можем написать функцию, вернее, две функции. То есть при старте, что у нас будет выполняться, и при выключении, что у нас будет выполняться. За это у нас отвечают декораторы onEvent, в который мы передаем стартап и shutdown. Вот. И оборачивая функцию, мы говорим о том, что будет выполняться, когда мы, значит, включили или выключили наш проект. Соответственно, что мы с вами делаем в этот момент? В этот момент мы с вами будем делать следующее. У нас будет, значит, запускаться асинхронная функция стартап, которая... Дальше мы из нашего стейта, видите, database, берем внутренний, ну, как бы делаем, типа, локальную, почему типа, локальную переменную database, и если у нас нету коннекта, да, то есть мы проверяем not databases is connected, соответственно, мы делаем connect базе. То есть, если мы запустили проект, у нас в стейте нету коннекта, значит мы коннектимся. Если коннект есть, соответственно, мы не коннектимся. Когда мы выключаем, мы делаем то же самое. Если у нас коннект есть, мы дисконнектимся. То есть мы делаем выключение, ну, отключаемся, короче, от базы. Вот такая вот история здесь происходит. Все очень просто. Вот мы настроили наши коннекты, мы настроили, где будет наш адрес базы данных, подключили элками, подключили databases, и настроили стартап и шатдаун. Хорошо, теперь давайте поработаем с моделями. Значит, что у нас есть? Я создал еще один файлик, назвал его models. Это будет именно модели, которые мы будем описывать базу данных, используя нашу ORMAR. Соответственно, не путаем с моделями нашего Pydantic. Помните, я сказал, что мы будем их называть схемы, и здесь они у меня называются schemas. Соответственно, не путаем. Это именно модели будут нашего ORMAR. Понятно? Отлично. Идем. Значит, что мы с вами сделаем? Сделаем мы с вами следующее. Нам нужно подумать о том, что мы вообще будем с вами писать. Ну, какие нам нужны таблицы, да? При старте, так скажем, проекта я не делал никакой, ну, архитектуры базы данных, вообще архитектуру проекта. Ну как, взял и просто начали писать. Соответственно, давайте немножечко подумаем над архитектурой. Что нам нужно на начальном этапе? Давайте посмотрим в нашу readme. Значит, что у нас есть? У нас есть регистрация и авторизация. У нас есть загрузка пользователям коротких видео. Просмотр, соответственно, видео, модерация, оценки, подписчики. Давайте теперь подумаем, как мы эту информацию будем с вами хранить. Соответственно, регистрация, авторизация, что это у нас? Это у нас пользователи. Да? Да, это у нас пользователи. Хорошо. Загрузка пользователям коротких видео. То есть у нас будет, мы знаем, что мы писали модели с вами, у нас будет, к примеру, название видео, описание видео, соответственно, адрес, где это видео у нас хранится. У нас будет, к примеру, не знаю, может какая-то миниатюрка к видео, а может не будет, да, и дата загрузки, к примеру, этого видео. Отлично. Также у нас будет модерация. Что значит модерация? Это значит, что, к примеру, если видео не угодно нам, да, у нас на проекте диктатура, никакой демократии, соответственно, что мы можем сделать? Мы можем его забанить, да, то есть мы должны регулировать, доступно видео или недоступно. Или, к примеру, пусть будет так, пока без если. Значит, у нас будет некий, значит, триггер, который будет говорить о том, что доступно видео или нет. Хорошо. У нас будут оценки и подписчики. Подписчики, соответственно, это у нас такие же пользователи. Вот, но это будет таблица у нас хранить то, кто на кого подписан. Хорошо. А оценки, соответственно, оценки это оценки видео. То есть лайки, дизлайки, да. Можно делать также отдельной таблицей, вот, для того, чтобы, к примеру, знать, кто лайкнул. Для того, чтобы, соответственно, нельзя было там миллион лайков наставить. Можно делать тоже отдельной таблицей. Соответственно, к примеру, пусть будет у нас вот такая минимальная
продуманная архитектура. Значит, что я сегодня предлагаю сделать? Так как мы с вами уже наворотили делов и умеем с вами загружать наше видео, мы можем загружать видео, также давать ему заголовок и описание, да, и, соответственно, сохранять наше видео. Давайте мы сегодня сделаем то, чтобы мы, соответственно, могли в базу данных эту информацию записать о том, где у нас находится это видео, как оно называется, когда оно было залито, и сделаем а, эту, боже ты мой, таблицу пользователей. Вот, таблицу пользователей, соответственно, что у нас там будет? У нас будет пока что просто какое-то имя и ID, да, то есть неважно, мы регистрацию эту будем вообще отдельно рассматривать, так скажем, способы реализации регистрации и авторизации в Fast API. Это вообще будет отдельная тема, она довольно обширная, вот. Поэтому мы сделаем такую имитацию, у нас любой юзер сможет это делать. Соответственно, для чего нам это нужно? Для того, чтобы посмотреть, как у нас могут быть работать связи, к примеру, foreign key. И, соответственно, эту информацию повыбирать из базы, пописать. Окей, все, разобрались. Делаем для загрузки видео и типа какого-то пользователя. Вот. Все остальное мы будем делать по ходу разработки. Ну, все как положено, как делаются пэт-проекты. Ни хера не знаем, херак-херак и в продакшн. Окей. А, э, что нам нужно? Нам нужно описать, собственно, модель-то, да? Значит, модели в Ormar описываются следующим образом. К примеру, у нас будет класс с вами видео, да? Класс видео. А мы с вами должны наследоваться от класса model самой Ormar. Для этого мы с вами ее импортируем. Давайте мы для начала ее импортируем. Значит, из Ormar мы импортируем model. Вот таким образом. Соответственно, вы можете это по-другому делать. Можно импортировать просто Ormar. Ну, понимаете, да? Это абсолютно без разницы. Ну, давайте через Ormar. Значит, Ormar, model. Все. Теперь мы должны с вами описать класс meta. Класс meta, здесь мы с вами указываем все метаданные, которые у нас есть. К примеру, это может быть имя таблицы, это может быть метадата SQL-элками и, соответственно, database. То есть тех коннектов, которые мы с вами как раз прописывали. Это вот эта вот штука. Соответственно, то есть чтобы знать, что куда относится. Как у нас происходит само именование таблиц? То есть, если мы не указываем имя таблицы, Ормор она сама построит и из названия нашей модели название таблицы. Просто добавит буковку S. То есть будет videos, к примеру. Если вам нужно конкретно какое-то имя, к примеру, вы работаете с удаленной базой данных, которую не применяется миграции, базу вообще писали не вы. То есть Ормор позволяет здесь сделать именование нужных вам таблиц и так далее. Соответственно, мы этой штукой пользоваться не будем. В документации это описано. Нам единственное, что нужно описать, это metadata и databases. Database. Я скопирую, вставлю. Так, откуда вот это дело берется? Соответственно, помним, что нам это с вами нужно импортировать. Давайте это дело импортируем. Ой-ой, нажал install. Стой, нет. Ой-ой. From main. Давайте, наверное, нет. Давайте все-таки поступим правильно, да? Мы вот это дело с вами вынесем. Я создам файлик, назову его db. В этот файлик мы поместим с вами наши коннекты. Будем делать по-человечески. Хотел по-быстрому, но нет. Все-таки по-человечески. Значит, теперь в main.py мы импортируем из файла db, мы импортируем вот этот database. И в model, соответственно, мы из тоже db импортируем metadata, ёшкин-матрешкин, metadata и database.
database. Вот таким образом. Все, теперь у нас действительно по-человечески. После того, как мы описали с вами класс meta, мы можем с вами писать, описывать поля. Вот, в Ormar указание поля поле ID не обязательное, но лучше проставлять, мало ли, что там может произойти. У нас будет некий ID, это будет у нас от Ormar, соответственно, integer. В integer поле мы будем передавать о том, что это у нас primary key. Integer primary key true. Все, это у нас primary key. Далее у нас идет title. Title. Это будет у нас char field. Здесь это называется string, потому что используется SQL Alchemy Core. Вот. И, соответственно, мы можем указать максимальную длину заголовка. Max length. А в нашем случае, ну, давайте 100 символов. В принципе, не, 100 символов до хрена до видео. Давайте 50. Ой, 50. Дальше у нас description. Также будет у нас print написал. String. И это у нас max length. Давайте будет 500 символов. То есть не больше 500 символов можно будет делать описание для видео. Далее мы с вами напишем путь, где у нас будем хранить путь, где видео само. Давайте это у нас будет называется не URL, как мы будем поле это именовать? Соответственно, Ormar, что мы можем сделать, чтобы у нас путь был? Это тоже у нас будет string, да? Да. Соответственно, давайте сделаем max length. Я не знаю, 1000 символов должно хватить для пути. Теперь нам нужен create add. Это дата, когда мы загрузили эту штуку. Соответственно, это у нас datetime будет поле. И у datetime у нас есть, значит, так. Соответственно, datetime мы должны импортировать. Отлично, импортировали. Что дальше мы делаем? Что у нас? Название, описание, сам файл и когда было создано. Отлично. Нам этого пока достаточно. Соответственно, в Ormar мы можем указывать, сейчас я верну вот эту штуку, тип. Как мы делаем с вами это в Pydantic. Видите? То есть придерживаться такого стиля. Давайте точно так же и сделаем. Не будем далеко отходить от стандартов. И точно так же пропишем. Это не обязательно, но как бы можно. Давайте, чтобы нам было понятно. Так, это str, соответственно, это str, а это у нас deadtime. Вот таким образом. Хорошо. Теперь давайте опишем еще одну модель. Она пока здесь у нас также будет находиться. Это будет у нас user. Соответственно, мы наследуемся от Ormar model. Вот. Мы с вами копируем вот этот класс meta. Но мы можем делать базовый класс, где у нас будет этот класс meta прописан, для того, чтобы код переиспользовать и не делать повторения. То есть каждый раз прописывать вот этот класс meta. То есть мы можем это вынести в отдельную модель и, в принципе, этим пользоваться. Как это сделать? Давайте я вам сразу покажу. Мы можем сделать вот так. Создаем класс, к примеру, main_meta. И нам нужно с вами наследоваться от Ormar model_meta. Не просто от model, а именно model_meta. И сюда мы как раз с вами вот это дело перенесем. То есть вот таким образом. Теперь, по сути, нам нужно с вами, чтобы вот этот класс meta у нас наследовался от вот этого класса.
И таким образом мы не писали с вами одно и то же. То есть, когда вам нужно, к примеру, здесь будет изменить на название таблицы, как я говорил, да, мы можем менять название таблицы, вы просто дописываете сам этот атрибут и прекрасно будете это использовать. Соответственно, давайте здесь мы наш класс method, ой, вот здесь в наших моделях мы класс meta наследуем от main meta. Вот таким образом. Все, готово. Готово. Проверь поле файл. Ой, точно, спасибо за замечание. Давайте теперь мы сделаем для нашего юзера наши дела. Значит, ID, это у нас будет int с вами. Соответственно, мы будем использовать integer. И здесь мы с вами используем primary key true. Так, дальше что у нас будет? У нас будет с вами user name. Это будет у нас с вами str. Соответственно, в понимании нашей модели это будет string. И, к примеру, мы с вами можем указать max length. Сколько, ну, не знаю, 100 символов вполне достаточно. Соответственно, что поддерживает данный ORM, открываем наш о, класс, который мы используем, и смотрим, какие у него есть э, атрибуты, которые мы можем передавать. Соответственно, если вы посмотрите, max length это у нас не обязательное поле, и min length тоже. Соответственно, вы можете это не указывать. Я указываю по той причине, что просто хочу. Все. То есть, что если вы не знаете, какие поля, ну, атрибуты обязательны, не обязательны, заглянули, посмотрели и так далее. Вот. Если здесь не нашли, в документации должно быть описание. Все. Теперь наша цель какая? Нам нужно наше видео приконнектить к юзеру. То есть мы должны описать взаимодействие двух моделей. Это наш как раз foreign key, который мы будем с вами использовать. Значит, э, как сделать вот это взаимодействие через foreign key? Что мы с вами делаем? Мы делаем следующее. Мы пишем, это у нас, к примеру, user, да, пусть будет так и называться user. Соответственно, мы у ORMAR берем поле foreign key и указываем ту модель, на которую мы хотим ссылаться. В нашем случае это user. Так, видно? Да, видно. Вот таким образом. Соответственно, мы можем также указать тип, который мы хотим использовать. Для того, чтобы указать тип, мы можем с вами сделать следующим образом. Используем optional. Это у нас идет из тайпинга питона. Мы импортируем. И указываем нашу модель user. Вот таким образом. То есть, в принципе, у вас foreign key вот этот может стоять как null true, то есть оно может быть не обязательно, поэтому мы используем опционально. Потому что может и не может. Вот. В принципе, вот и вся история. Когда мы будем делать подписчиков, вот, мы поработаем с many to many, то есть мы до этого еще дойдем. Вот, в принципе, как описываются просто модели, и у нас все как бы должно, по идее, как бы работать, да? Так, теперь нам нужно с вами, соответственно, что нам нужно с вами? Запустить это добро. Так, идем в терминал. Посмотреть, работает ли оно. Так, main, up, reload. Ой, ой-ой. Так, значит, смотрим. У нас вот здесь в директории, в которой мы находимся, да, у нас ничего не появляется. Ну, то есть никаких файликов. Соответственно, нам нужно сделать как бы начальные вот эти вот миграции, запуск, чтобы у нас миграции создавались. По той причине, что обычно делаю через миграции, а не через создание. Да.
Так, где наш DB? Вот наш URL. Они хотят сказать, что... Ну, давайте попробуем. Так, получается, делаем create engine. Create engine. И здесь тогда нам нужно еще engine, что ли. Забыл. Так, вот у нас появилась теперь табличка. Ой, табличка. Файлик с нашей базой данных. Так, давайте попробуем проверить. Значит, сейчас я сделаю connect к нашей базе. Драйвер надо обновить для PyCharm. Так, обновился. Открываем мой файлик. Так, это не тот проект. Где наш анти-тикток? Анти-тикток. Здесь у нас SQLite DB, окей, Test Connection. Connect установлен. Отличненько. Что-то происходит. Что-то происходит. Сейчас. Смотрим. Значит, теперь проект у нас запущен и работает, верно? Верно. Вот, теперь мы можем с вами, в принципе, приступить к написанию... давайте я все лишнее закрою. Вот, к написанию самих запросов в базу, да. Сейчас попробуем что-то записать в базу данных. Так, тестовый, наш любимый тестовый endpoint сделаем. И, соответственно, после этого как раз уже при загрузке видео будем записывать информацию. Давайте протестируем запросик. Значит, помним, у нас есть вот такой тестовый запрос. Помните, мы какую-то штуку отдавали. Соответственно, мы это дело удалим. Вот. Нет, мы это дело не удалим. Мы сейчас будем его использовать для get запроса. А напишем post запрос. Значит, что у нас получается? У нас есть видеораутер наш. Мы будем использовать post запрос. Это мы с вами уже рассматривали. Давайте на тот же самый URL, который у нас видео называется, мы с вами будем, значит, делать запрос. У нас будет с вами использоваться здесь response model, пока мы не будем. Я хотел response model использовать, нет. Значит, что это у нас? Что мы будем делать? Давайте это у нас будет, у нас есть, у нас root называется. Давайте, это create видео будет. Значит, что мы здесь с вами будем принимать? У нас будет некое видео, да? Это как раз будет наша модель. Давайте мы ее импортируем. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно из наших моделей импортировать модель видео. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Значит, что нам нужно будет делать, когда будет приходить запрос? Нам нужно делать запрос в базу данных. Так, значит, введем в документацию, чтобы было понятно, где это смотреть. Здесь у нас есть такой раздел, как queries, значит, запросы. Вот. Так. Правильно, queries? Да. Значит, разбито на разные создания. Вот. Create, да, get to create и так далее. То есть, как мы это используем? Мы пишем модель и вызываем некий метод. Давайте посмотрим на примеры. Так, значит, у нас есть некий await, ну не некий await, а мы пишем await. Дальше мы указываем нашу модель, objects, create и что мы хотим туда, собственно, поместить. Вот. Теперь, если мы перейдем там, где мы используем use with fast API, соответственно, у нас здесь есть также примеры, вот у них описаны модели, и вот у нас есть примеры. Ищем пост, и, соответственно, вот наш, то, что мы принимаем, пишем просто сохранить, и все. Да, то есть мы ничего не делаем дополнительно.
Здесь у нас идет такая же история с категориями. Давайте последуем данному примеру и посмотрим, что у нас из этого выйдет. Помним, мы в видео делаем от модели самого Ормор в данном случае. То есть это не наше upload видео по идентика, который мы делали. Это в данный момент очень важно. Значит, мы awaiting, вызываем наше видео, и у нашего видео вызываем метод save. И дальше нам нужно с вами что-то отдать. Что мы с вами отдадим? Ну, давайте отдадим то, что нам и пришло с вами. То есть return наше видео. Теперь перейдем. Так, оно у меня запущен термин. Так, давайте разбираться, что я здесь схлопотал. Former exception, model definition error. User does not have database defined. Так, что произошло? Не понял. Что за... Так, что, класс мета не сработал? Интересно. Интересно. Так, постоять. Непонятки начались. Так, сейчас я скобочки уберу. Почему идем? А, боже ты мой, я понял. Я здесь описал класс мета. Вы представляете, какую я ошибку допустил? Я создаю класс, базовый класс для моего мета класса и использую в нем мета класс. Это же надо было так сделать. Боже мой. Я неправильно написал базовый класс. И я вот здесь убрал класс meta, он не нужен здесь. Все, теперь перезапускается, работает. Ой, это я ошибку допустил, конечно, да. Так, ну да ладно. Значит, есть у нас вот такая штука. Давайте перейдем теперь в нашу документацию. Сейчас я ее побольше сделаю. Включу вам. Так, вот у нас есть видео, пост. Видите? Оп-оп-оп. То есть, помните, я вам сказал, мы не используем Pydantic. Мы просто использовали модель от Ormor, и у нас построилось то, что есть. Я вам говорил, что Ormor работает сразу с Pydantic. То есть нам промежуточная модель не нужна была. Но мы можем ее использовать. Нам нужно ее использовать тогда, когда мы хотим, к примеру, чтобы не все поля у нас отображались. К примеру, мы можем, ну, как-то там варьировать это добро. Плюс, к примеру, в самой Ormor есть возможность указывать, что некоторые поля чисто для пайдантика. Вот, то есть они не участвуют в базу данных, не пишутся и так далее. А есть вариации использования, и это очень хорошо, это развязывает руки. Хорошо, давайте мы попробуем сделать запрос. Соответственно, здесь у нас указан ID, он нам не нужен. Значит, title, давайте будет у нас тест. Описание пусть будет string. Видите, у нас файл есть, который, кстати, мы должны сами с вами указывать, да? То есть не из запроса. Мы его оставим, пусть будет. Дата создания такая будет, и юзер у нас 0. Как помните, у нас с вами юзера не существует, поэтому у нас этот запрос не пройдет. И нам нужно его указать, у нас он обязательный. Соответственно, мы сейчас перейдем в PyCharm. Я открою базу данных. Вот здесь в юзерах я создам просто юзера. Ну, к примеру, какого-нибудь тест. Тест юзер пусть будет у нас. Все, первый пользователь у нас есть, и вот будем к нему привязываться. Мы его специально так через базу создали, абы было. Хорошо. Теперь нам для тестов этого вполне достаточно. Мы просто укажем, что здесь у нас user 1. Execute. И получаем ошибку сервера. Давайте смотреть почему. Переходим в консоль. Вам не видно? У меня ошибка следующая. SQLite 3 Operation Error. Table Videos has no column named user.
о чем говорит, что поле вот этот user нету в таблице videos. Videos у нас нету поля user. Не могу, надо дисконнектнуться. Удаляю базу данных. Не могу. Что за херня? Я понял, потому что она у меня вот здесь используется. Disconnect. Удалил базу данных. Теперь запускаю заново наш проект. Таблицы появились. Ну, база данных появилась. Соответственно, напоминаю, она появилась из-за того, что у нас вот здесь вот эта штука прописана. Теперь делаю reconnect у себя. Все, теперь поле user у меня появилось. Тут за мной не видно, вон оно. Так, хорошо. Все, починили нашу базу. Теперь можем продолжать тестироваться. Ошибка исправлена. Перейдем. Хотел сказать в PyCharm. Chrome. Подождите. Нам же юзмера надо создать. Забыл. Давайте создадим юзера. Так, это наш тест. Что у меня там было? Тест. Короче, пусть будет тест юзер. Так. Выполняем запрос. Все. Юзер создался. Теперь мы можем с вами пойти и сделать здесь запрос. Execute. И мы получаем с вами ответ. Смотрите. Оп. И видели, у нас юзер уже как объект с ID-шечкой. Это великолепно, это просто умопомрачительно. Отлично, мы с вами создали только что тестовую запись. Давайте сделаем то же самое, только для вывода. Перейдем в PyCharm, API. Здесь нам нужно с вами вывести. Значит, что нам нужно сделать? Помним, да, мы вот этот JSON response сделали просто для тестов. Вот это все удаляем. Это нам все не нужно. И здесь, видите, у нас response model get video. Пусть будет так. Значит, нам нужно с вами сделать теперь запрос в базу данных для получения информации. Что мы сделаем? Мы, конечно же, здесь мы можем с помощью get по ID получить какой-либо, соответственно, так, где get? Вот. Это у нас select related, category, все записи. Нам select related не нужен. Нам нужно вывести или одно видео или список видео. В нашем случае мы хотим получить одно видео. Поэтому мы можем использовать метод get. Вот. То есть точно так же пишем наша модель objects get. Указываем, по чем мы хотим фильтровать. И, соответственно, это дело возвращаем. Давайте попробуем это сделать. Так, значит, мы можем сделать следующее. Мы можем возвращать await наша модель видео objects get. И, соответственно, здесь мы указываем то, по чем мы хотим получить доступ. То есть поле, по которому мы будем получать доступ. Соответственно, чтобы мы могли указывать с вами любой ID, который мы хотим получить, вот мы это должны будем передать в наш URL. То есть, вот здесь после видео мы ставим слэш и в фигурных скобках пишем, к примеру, pk, да? Или мы можем написать видео pk, чтобы было понятно, да? Соответственно, у нас точно такой же должен быть аргумент, который будет у нас int. И теперь мы будем как раз с ним сравнивать. То есть то число, которое к нам придет, будет искаться это видео. Давайте это проверим на нашей документации. Перейдем в документацию, обновим страничку. Вот у нас есть видео PK. Теперь он у нас запрашивает данный аргумент.
Указываем единицу, нажимаем Execute и получаем, что правильно, ошибку. Что-то другое ожидали? Нет, конечно. Так, терминал. И вижу, что у нас не может быть валидированы пайдантиком данные, а мы получили ошибку от нашего getVideo. GetVideo у нас нету user, а у юзера нету name. И, соответственно, само видео. Вот это getVideo не дало нам правильную валидацию. Давайте посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь указан некий юзер и некое видео. Помните? Давайте не getVideo будем использовать, а нашу модель видео. Зайдем с другой стороны к этому вопросу. Окей, ладно. Не хочет оно работать как я хочу. Сделаем по-другому. Выполним запрос, и мы получаем ответ. ID, title test, description, file, когда был создан, и user, и вот он наш user. Так, и почему ты не хотел нам его сериализовать, нашего юзера? Давайте посмотрим. Мы хотим у юзера получить не просто ID, а еще и name, понимаете? Мы хотим дополнительно его сериализовать. А все это происходит потому, что нам нужно делать, подтягивать информацию из другой таблицы. Итак, как нам это сделать? Значит, у нас есть select related. Мы указываем здесь user. Вот таким образом. И проверяем, будет ли оно работать. Так, переходим в документацию. То есть мы указываем, что мы хотим еще информацию из модели юзера подтянуть. И видим, теперь у нас есть user и username. Вот. Хорошо. Теперь давайте будем сделать вот так. Мы возвращаемся в PyCharm. И так как мы использовали с вами нашу просто модель, вот эту видео, вот, то у нас вывелись все вот эти данные, соответственно. И так как мы использовали select related, мы не только у юзера просто ID вывели, да, то есть то, что у нас было в это поле записано, единичка, а мы подтянули, сериализовали как раз вот эти все данные о нашем пользователе. Это нам позволило сделать как раз метод select related. Так вот, если мы будем здесь с вами использовать нашу модель getVideo, которую мы описывали с вами в схемах, то есть в нашем пайдантик, вот здесь, вот getVideo, то есть вот он наш user, да, ID, username, а здесь у нас title и description, видим, да? Вот, то есть не все вот эти поля, которые здесь описаны, то есть нам файл не нужен, там create date, к примеру, и так далее, ID, вот. Давайте посмотрим, в таком случае будет ли оно работать, когда мы response model изменили. Извиняюсь. Я категорически извиняюсь. У меня ошибка get video. Я его написал и еще импортировал, наверное, дополнительно. Поэтому оно мне ошибку выдало. Обновлю сейчас страничку. Execute. И видим user ID 1, username такой-то, title и description. То есть таким образом мы с вами изменили сериализацию наших данных. Можем использовать как модель от самого ORMARK, а также модели от пайдантика. Таким образом сериализовать данные. Вот, в принципе, и вся история. Давайте теперь реализуем вот для нашего с вами, соответственно, самого загрузки видео. Что я хочу сделать? Я хочу переименовать нашу функцию root в create video. Соответственно, вот этот upload image нам больше не нужен, мы его удалим. Вот это наша тестовая штука была. Соответственно, вот этот create video нам не нужен, мы его тоже удалим. И оставим только get video. Значит, что нам нужно сделать? Для начала нам нужно сделать, чтобы это у нас все помещалось в одну строку. Вот таким образом. Так, теперь нам нужно, так как мы получили с вами title и description, да, вот, у нас есть также файл. Вот здесь мы с вами получаем файл name. Так, значит, что нам нужно сделать? Мы хотим в нашу видео, в модель, соответственно, создать ее.
Что нам нужно для этого? Мы пишем video objects create. И, соответственно, это дело мы должны с вами await. Теперь мы можем передать туда данные, которые хотим записать. Что это может быть? У нас есть title description, и вот здесь у нас есть уже модель Pydantic upload, которую мы вот использовали info. В принципе, мы можем это, грубо говоря, переиспользовать. То есть, вызвав метод dict, мы можем разложить наш словарик, развернуть, и уже у нас будет title и description. Давайте посмотрим в модель, что у нас здесь есть еще. Нам нужен юзер, да, юзер, который будет загружаться, который как бы загружает это. В нашем случае у нас пользователя нет, поэтому мы просто укажем, что у нас есть некий юзер, и он равен единичке. Пусть будет так. Но это мы хардкорим. Что мы можем сделать как бы в обход этому, просто для тестирования наших вот этих всех дел? Мы можем сказать, что у нас есть некий юзер в модели user, но заметьте, что здесь у нас вот юзер импортирован из схем, понимаете, да? Вот, но он у нас нигде не используется в данном месте, поэтому мы его отсюда удалим и импортируем саму модель user. Теперь мы пишем objects first. Будем забирать первого нашего пользователя и, соответственно, записывать его к нам как юзера, чтобы не хардкорить. Так, что нам еще нужно? Нам нужно, конечно же, это дело awaited. Так, и теперь юзер у нас будет как раз наш юзер. Хорошо. Далее, юзер у нас есть. Title, description, user, create date, файл. Файл, нам нужно будет получить его адрес. В данном случае я пока не хочу получать адрес файла. Я хочу просто записать файл name. И посмотреть, что у нас будет. Соответственно, нам нужно что-то вернуть. Правильно? Мы не будем возвращать вот эту информацию, мы теперь ее перерабатываем. Поэтому мы можем сразу сделать вот так. Вернуть ожидание создания нашей модели. То есть тот объект, который мы создадим, как бы он у нас должен, по идее, вернуться. Вот таким образом напишем. Давайте протестируем, будет ли оно у нас работать. А перед этим мы удалим ненужный нам код. А лист пока не будем удалять, он в будущем нам пригодится еще. Так, хорошо. А что нам теперь нужно? Нам нужно перейти в документацию. Обновить. Так. Вот у нас есть пост. Так, title. Давайте. Тест 2. Description какая-нибудь билиберда. Файлик. Выберу файлик. Нажимаем execute. И получаем ответ. ID 2, тест. Вот description. Файл тот, что мы загрузили. Дата создания. Вот он наш юзер. Видите, прекрасно работает. Давайте теперь посмотрим в наш ответ. Значит, это будет у нас второй ID. Передаем двоечку. Вот наше описание, вот наш юзер. Значит, все, да, в базу записалось, все работает. Вот таким образом мы могли это сделать. Теперь наша задача с вами сделать так, чтобы у нас строился путь. Вот. Ну да, конечно же. Подождите. Нам, чтобы сохранить файл правильно, нам нужно будет путь строить. У нас будет, к примеру, некая директория, к примеру, медиа. А в ней будет директория с пользователем. То есть чье это? К примеру, пользователь там один, не суть важно. А у него будут поддиректории. Поддиректории или не поддиректории. Наверное, поддиректории не будет смысла создавать.
Я просто подумал, что можно будет создавать директории с датой, когда, ну, загружалось это. Ну, то есть дата, сама дата без времени. Но думаю, что нам же все равно нужно будет генерировать имена файлов, потому что можно как бы один и тот же файл загружать с одинаковым именем, я имею в виду. Соответственно, нам нужно будет генерировать имя. А генерировать мы его будем... Мы можем, конечно, воспользоваться датой и временем буквально до миллисекунд. А можем воспользоваться генерацией UID, к примеру. Ну, в общем, мы придумаем, как само имя генерировать, так как у нас будут директории для каждого юзера, и мы будем строить путь, исходя из этого, и будем генерировать имя, соответственно, исходя из этого, мы будем знать, где лежит наш файл. Соответственно, этот путь мы с вами и будем записывать тогда в базу. Вот и все. Поэтому на этом пока мы сегодня остановимся. Всю эту генерацию мы будем делать потом. Вот. В общем, вот такая история с базой данных, соответственно, с о, Fast API и ORMAR. Сегодня мы увидели, как писать модели ORMAR, соответственно, как он взаимодействует с Pydantic и как нам, используя чисто ORMAR, мы можем все эти данные сериализовать и так далее, и на запрос, и на ответ, и, соответственно, как, используя Pydantic, взаимодействовать также с ORMAR. Вот. Как они друг другу не, так скажем, не мешают, а наоборот, получается. Увидимся с вами в следующую субботу на канале Django School, а здесь во следующий вторник. Не болейте, не скучайте.